С давних времен блины занимают достойное место на столе каждой хозяйки. Они считаются одним из первых мучных блюд, появившихся на славянской кухне и сохранивших свои свойства до сегодняшнего дня. Существует масса рецептов их приготовления. Традиционные блины могут выступать как самостоятельное блюдо, так и с различными добавками и соусами. В качестве начинки используют творог, мясо, ягоды, рыбу, икру, грибы. Существует большое количество рецептов блинов. Основной принцип приготовления состоит в том, что жидкое тесто растекается по смазанной маслом или салом сковороде, образуя тонкий слой, который затем переворачивается и обжаривается со второй стороны. Блины обычно имеют круглую форму. Приготовление блинов – особое мастерство, приближающееся к искусству. Нужно знать, какое количество теста налить на сковороду и когда перевернуть блин, чтобы подвергнуть термической обработке его другую сторону. Блины должны получиться румяными, но в то же время не подгорать. Опытный повар может приготовить большое количество блинов за короткий срок. Это едва ли не самое экономное мучное блюдо, для которого требуется минимум муки при максимуме жидкости, воды, молока. Поскольку для блинов употребляется весьма разжиженное тесто, еще более увеличивают объем этого теста дрожжи. Русские блины отличаются совершенно особой консистенцией. Они мягки, рыхлы, ноздреваты, пышны, легки и при этом как бы полупрозрачны, с четкими различимыми рисунками многочисленных пор. Такие блины, как губка, впитывают в себя растопленное масло, сметану, отчего делаются сочными, лоснящимися и вкусными. Если считаете, что тонкие лепешечки обожают только на Руси, то вы, наверное, заблуждаетесь. Блюдо любимо многими народами, причем в каждом государстве имеется собственный рецепт приготовления блинчиков. У каждого государства есть своя история блинов и особое правило их приготовления. Так, американцы считают, что изделия эти должны быть маленькими и пышными. Их называют панкейками и пекут на специальных сковородках, а затем подают в тарелки по 2-3 штуки, обильно полив кленовым сиропом. А в странах Южной Америки блинчики готовят из кукурузной муки и едят их вместе с различными горькими или кислыми соусами. Буряты и монголы представляют это блюдо в виде крупных плотных лепешек, которые называют гамбир. Их подают вместе с супом или отварным горячим мясом. В Индии блины называют доса. Они представляют собой хрустящие лепешки, приготовленные из муки овсяной, рисовой, пшеничной или чечевичной, грубого помола. Обычно досу делают с начинкой и подают вместе с заранее приготовленным соусом или свежими овощами. Англичане готовят блинное тесто на основе солодковой муки. Их блины напоминают бисквит, так как в своем составе имеют много сахара и сиропа. Тонкие, практически прозрачные блинчики предпочитают во Франции и Германии. Их уникальность заключается в том, что в готовом виде их заливают коньяком и посыпают сахарной пудрой. Толстые, масляные блины с добавлением сахара и различными начинками любят мексиканцы. Немцы к блинам подают лимон и сахарную пудру. Испанские жители в тесто добавляют кукурузную муку и начиняют их корицей, мясным фаршем, паштетом. На Руси к блинам относились с огромным почтением и самым настоящим благоговением. Недаром блин превратили в символ всенародного любимого праздника Масленицы. Причем, согласно старой примете, чем больше блинов удастся съесть на Масленичной неделе, тем успешнее и денежнее станет год. Кстати, по традиции блины надо было есть только руками. Если проткнешь вилкой блин или разрежешь ножом, накличешь беду, так как блин – это солнце. С тех пор и осталось это правило – брать блины руками. Допускается их сворачивать, скручивать, рвать, но руками. Несмотря на древние традиции, блины на Масленицу каждая хозяйка пекла по-своему. Эти семейные традиции передавались и усовершенствовались из поколения в поколение. Сегодня существует огромное количество блинных рецептов, поражающих своим разнообразием. В
В тесто для блинов хозяйки добавляют по своему вкусу манную, гречневую, пшеничную кашу. Можно начинить икрой, селедкой, грибами. Их подают к первым и вторым блюдам, горячему чаю вместе с ведомыми сотами, сметаной, творогом, вареньем, повидлом. На Руси блины можно было купить повсеместно в лотках, у уличных торговцев, в трактирах и кабаках. Для правильного выпекания блинов с припеком их сначала поджаривали, клали на блин любую начинку и доливали немного теста. Как только верхний слой теста немного выпекался, его переворачивали на другую сторону и дожаривали. Многие хозяйки упростили этот процесс, они сразу накладывали припек на блин и заливали тестом, чтобы образовывались цельные блины, фаршированные начинкой. Блины легко готовятся, имеют множество вариантов подачи к столу и в течение многих столетий являются одним из самых любимых блюд разных народов мира.